Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Home Food. Радую всех сегодня клубнично-йогуртовым тортиком. Без выпечки, легкий, нежный, а вкусный какой, не передать словами. И вполне из доступных продуктов. Подписывайтесь, если вы еще не со мной. И давайте начинать готовить. Первым делом подготовим начинку из йогурта. Для этого нам необходимо 200 мл воды или любого молока, у меня миндальное, и 20 грамм желатина. Перемешиваем и оставляем желатин набухать. По времени точно не скажу, читайте инструкцию приготовления на упаковке. В миске побольше объединяем 500 грамм натурального йогурта с подсластителем. Кстати, чуть не забыла, примерно 2 столовые ложки йогурта оставляем для украшения. У меня в качестве подсластителя 3 столовые ложки меда. Вы же делайте на свой вкус. Мед, сироп, эритрит, стевия или обычный сахар. Все хорошенечко размешиваем и также временно отставляем. Еще для йогуртовой начинки берем 200 грамм свежей ароматной клубники. Очищаем ее и нарезаем на небольшие кусочки. Ягоду предварительно моем и обсушиваем бумажными полотенцами. К тому времени желатин хорошо набух в молоке. Нагреваем его короткими импульсами в микроволновке до полного растворения крупинок желатина. Перед тем, как объединить обе массы, сначала понемногу разбавляем желатиновую смесь йогуртовой. Это для того, чтобы выровнять температуру и желатин не взялся комочками. Йогуртовая начинка получается гладкой и однородной по консистенции. Ну и в заключении добавляем измельченную клубнику. Все готово. Приступаем к сборке торта. Основу покупаем в магазине, какую пожелаем. У меня сегодня бисквитный корж диаметром 21 см. Это также может быть песочный, творожный или вовсе измельченное печенье с маслом. Подойдет как домашний, так и магазинный. Берем подходящую форму или кольцо. По бортику распределяем пергамент или ацетатную пленку. Заливаем поверх основы нашу готовую йогуртовую начинку и отправляем на 1 час в морозильную камеру. Так получится быстрее. В холодильнике начинка будет дольше застывать. А в это время подготавливаем клубничный наполнитель. К 100 мл кипяченой холодной воды добавляем 15 грамм желатина. Хорошо размешиваем и оставляем на 30 минут набухать. 300 грамм клубники измельчаем привычным для вас способом. Нам необходимо сделать из ягоды пюре. Я это делаю при помощи измельчителя. Переливаем готовое пюре в подходящую миску. И остается добавить к нему желатин. Поступаем с ним идентично, как мы делали в первом случае. Мне хватило 30 секунд. Все объединяем, размешиваем и готово. Йогуртовый слой отлично схватился. Поверх него заливаем ягодное пюре. Запах отпадный, какая она ароматная, свежая клубника. Осталось дело за малым – украшение.
Распределяем по поверхности капельками йогурт, который мы приберегли в начале видео. Ну а потом деревянной палочкой по кругу делаем узор. Получаются маленькие сердечки и листочки. Отправляем торт в холодильник минимум на пару часов. Он должен полностью застыть. Вот что получилось спустя 2 часа. Отличное угощение к чаю в кругу семьи или в качестве десерта для гостей на праздник. Рекомендую, вкусно! Спасибо, что досмотрели это видео до конца и были со мной. Понравилось? Зацените лайком, подпишитесь на мой канал, прокомментируйте и поделитесь роликом с другом. Также приглашаю в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!